такое past continuous и зачем оно нам? Past continuous образовывается с помощью вспомогательного глагола was для единственного числа I, he, she, it и were для множественного числа you, we, they. И еще нам нужно добавить окончание ing к действию или нашему главному глаголу. Это будет выглядеть приблизительно вот так. I was going, she was going, it was going, you were relaxing, we were relaxing, they were working, ну и так далее. Но в чем же его отличие от past simple? Есть три основных отличия. Давайте рассмотрим их более внимательно. Первое отличие заключается в том, что мы используем past continuous, чтобы говорить об однократном действии, продолжающемся в процессе в прошлом. Вы говорите, чем вы были заняты в определенный момент времени. Ну, например, from 5 till 6 he was doing his lessons. Второе отличие состоит в том, что в отличие от past simple, past continuous описывает временные, кратковременные действия в прошлом, а не повторяющиеся в привычке. Например, Yesterday at 5 p.m. we were speaking with this professor at his home. И третье отличие состоит в том, что когда мы используем past continuous, нам не нужен результат действия. Что было в конце, это не важно, а важна только середина действия, его процесс. Ну, например, I was coming home. And talking to you then. Когда мы должны использовать past continuous? Есть 4 главных правила. Первое. Когда указано точное время или промежуток времени. Обычно мы используем определенное выражение времени, ну что-то вроде at 10, from 12 to 4, all day, whole evening, etc. Ну, например, Who were you waiting for at 8 p.m.? I was waiting for my boss then. Правило 2. Когда мы описываем параллельное действие в прошлом, происходящее в одинаковое время в процессе, обычно мы упоминаем при этом слово while. Оно переводится как «в то время как». Например, While I was riding in a park, the animals were walking and the sun was shining. Здесь у нас описывается 3 параллельных процесса, происходящих в одинаковое время. Второй пример. While you were working, I was doing yoga. Здесь у нас 2 параллельных процесса, которые тоже происходили в одинаковое время. Третье правило. Когда мы описываем процесс, который был прерван другим действием в прошлом. Ну, например, While she was working, she got a letter. Следующий пример. While he was playing with his copter, she came. И когда вы просто хотите описать какую-то сцену в прошлом, вы рассказываете, что там происходило в процессе. Это как бы последнее 4 правило. Ну, например, That was a great day in a park. People were doing exercises, sun was shining, I was running. Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы хотите увидеть больше примеров, подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите следующее видео. Пока!